Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать украшения вот с такими трубочками. Совсем недавно я показывала их в распаковке. Вот таких трубочек было 10 штук в комплекте, гладкие и 3,5 сантиметра длиной. Ну а эти трубочки 3 сантиметра, и вот такие они рифленые. И поэтому такой дает блеск. Вот посмотрите, они отличаются друг от друга. И кто-то у меня спрашивал, возможно ли сделать такое украшение из трубочек. Конечно, возможно. Я найду видео и поставлю ссылочку. Я уже когда-то делала украшения из трубочек, но трубочки были медного цвета. И я хочу сделать в этот раз из золотых. Буду я делать на ювелирном тросике, двухрядное. И хочу применить вот такие кубики. Кубики 8 миллиметров. Они красивые, ровненькие. Посмотрите, кубики из гавлита. Будут кубики сочетаться, я думаю, хорошо вот с такими бусинками. Это розовый гавлит. Давно я покупала эти бусинки в магазине Дом бусин. И до сих пор они у меня лежат. Никак я не смогла их никуда пристроить, ни в какое украшение. И я думаю, что вот если я сочетаю розовый и голубой гавлит, будет интересно смотреться. И еще вдобавок золотая фурнитура оживит эти бусинки. И мне еще понадобятся вот такие бусинки. Маленькие, по-моему, 5 миллиметров. Тоже гавлит. Ну и начну я делать на ювелирном тросике. И сейчас буду вам все показывать. Вот так я набрала первый ряд. У меня будет нижний самый. Посмотрите, как здорово смотрится. Пришлось мне добавлять вот такие гематитовые круглые проставочные бусинки, так как квадратных у меня нет. И я решила сделать с круглыми. И посмотрите, как здорово смотрится вот такой набор. Розовый, голубой. Здесь с трубочками я соединила маленькие бусинки проставочные 2 миллиметра. Трубочка хорошо ложится в эту бусинку. И вот так смотрится. У меня ушло здесь 6 трубочек на первый ряд. И вот это будет у меня нижний ряд. Сейчас я наберу второй ряд и покажу вам. Вот так у меня получился второй ряд. Здесь я уже добавила другую трубочку, рифленую. И вот это будет серединка низа. И трубочка будет на втором ряду вот так смотреться. И здесь я добавила другие трубочки. И теперь мне нужно здесь закрыть ювелирный тросик. Сейчас я посмотрю длину, устраивает меня или нет. И вот так у меня получаются два ряда. Я скорректировала вот длину, которая мне нравится и устраивает, чтобы бусинки не соприкасались вот вместе. Бывает, когда выше второй ряд, бусины, например, вот так лежат, да, друг с другом. Это не очень красиво, на мой взгляд, не знаю. И мне хотелось, чтобы наоборот трубочка, а здесь бусины в нижнем ряду. Но немножко вот получается вот так у меня. Здесь я поставила вот такие стеклянные бусинки. Сейчас я одну не поставила бусинку. Вот такие стеклянные бусинки я поставила. Они хорошо по цвету подходят. И такие тоненькие. Так как здесь, если трубочку ставить, уже будет очень длинный ряд. И я думаю, вот так вот на окончание. Здесь я хочу что поставить. Как закрыть два ряда. Вот такие у меня есть. Как листики. Посмотрите, красивые. Давно покупала, уже не помню, сколько штук было в комплекте. И вот до сих пор они у меня лежат. Покупала для сережечек. Что-то пыталась сделать, так и ничего не сделала, по-моему. Такие не ставила еще ни разу. И хочу вот попробовать посмотреть, как это будет выглядеть, если две поставить таких бусинки. Не так, а вот переворачивать. И вот так, чтобы они лежали.
внахлёст друг на друга. И потом закрыть кримпами с этой стороны тросик. И потом кримп прикрыть какой-нибудь бусинкой с большим отверстием. Я думаю, будет красиво выглядеть такая конструкция. Эти листики или тоже хорошего качества. Я покупала в хорошем магазине, уже не помню. Надо найти ссылку. Если найду ссылку, я оставлю. И вот так вот будет, я думаю, красиво. Сейчас я это подтяну все и покажу потом уже вам. И вот так я решила закрыть 2 тросика. Не мудрить ничего. Я вот так поставила колод, зажала кримп внутри и закрыла вот таким колодом. Немного ее раскрываем, чтобы удобно было зажимать внутри. Вот такой вот. Теперь вторую сторону подтягиваем хорошо, хорошо. Вот эти листики ставлю вот в таком положении. И теперь хорошо мне надо подтянуть нижний ряд, например, чтобы лежало это с краю. И с этой стороны также. Теперь подтянуть, чтобы все трубочки легли на бусинки. Это все надо подтянуть. И потом я поставила также колод и внутри обжимная бусинка. Кримп. Это зажму и вывожу тросик в эти листики и там обрезаю его. И на окончание я решила поставить цепочку в 2 ряда. Здесь я, наверное, поставлю тогл, скорее всего, чтобы сзади не было карабинчика на шее, а будет закрываться с этой стороны. Сейчас прикреплю и покажу. Очень удобно, колечко есть уже на тогле, на застежке. Снимаем палочку и сюда я креплю круглую часть застежки. Беру колечко и здесь я соединяю уже палочку и цепочку. Здесь хорошо пройдет цепочка. Ну а с этой стороны тоже я закреплю на колечко. И украшение готово. Так как у меня осталось много бусин, я еще хочу сделать украшение покороче. Так как это украшение 62 сантиметра получилось. И хочу покороче сделать из кубиков. Так как у меня нет квадратных вот таких гематитовых бусин, я сделаю с круглыми, ну уже в своем стиле. И покажу вам. И вот такое второе украшение у меня получилось. Посмотрите, как здорово смотрится. Кубики. Но с круглыми проставочными бусинами тоже неплохо. Вот так я собрала с палочками стеклянными. Поставила вот такие большие бусины позолоченные. Вся фурнитура позолоченная. И вот эта цепочка очень мне понравилась. Я показывала в распаковке. Посмотрите, как здорово проходит сюда карабинчик. И украшение 40 сантиметров плюс удлиняющая цепочка. 43 сантиметра получилось. Ну и на этом я не остановилась. Я и сделала серьги. Нашла вот такую цепочку у себя в стиле Тиффани опять-таки. И добавила в серьги. Собрала кубик с розовой бусинкой, чтобы можно было носить и с этим украшением, и с этим украшением тоже можно носить. И поставила вот такие гвоздики. Вот такие красивые серьги получились. Посмотрите фотографии, как это все будет выглядеть, смотреться на мне. Украшение модное. И в пир, и в мир можно. Очень нежно смотрится с розовыми бусинками. И я думаю, можно и 2 украшения надеть, так как это украшение 62 сантиметра, по-моему, я говорила, да? И это покороче. Можно вместе носить, можно и раздельно. Можно с серьгами, можно без сережек. Вот такой комплект получился. Жду от вас комментариев. Мне интересно ваше мнение. Напишите. Ну а кому понравилось мое украшение, поставьте пальчики. Не забывайте подписываться на канал Дзен. Ну а у меня много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.